Это я ночую в огромном Диснейленде. Возможно ли переночевать в местах, в которых это строго запрещено? Или меня поймают и эксперимент полностью провалится? Сегодня я попытаюсь выяснить это, ведь нас будет преследовать охрана. Мы будем постоянно искать укрытие, чтобы не спалиться, а также попытаемся уйти незамеченными. Все, чтобы узнать, возможно ли это. Ну а первое место, где я попытаюсь тайно переночевать, батутный центр Белка Парк, который закрывается уже совсем скоро. Мы повесили наши куртки, разулись, и я сделал первые выводы. Мы внутри, это меня радует. Ну а сняв свою кофту, позвольте познакомить вас с правилами сегодняшнего видео. Мы приехали сюда за 3 часа до закрытия, и сегодня правило будет лишь одно. Если я выйду за границу этого парка, то все, челлендж автоматически проигран. Ну а теперь погнали искать нычки. Пока сотрудники играли в теннис, я поперся изучать детскую горку и сразу же смог найти очень крутую нычку. Брат, если я сюда спрячусь, меня заметят? Место было действительно крутое, мне даже удалось сюда пролезть. Меня видно? Нет. А что ты смотришь? Вот так это выглядит снаружи, и пока нас не спалили, мы полезли на второй этаж, но для кого-то это казалось самым настоящим испытанием. Мне просто захотелось посмотреть, как это двухметровое создание будет сейчас сюда лезть. Не, ну самый прикол, что он даже стоя не помещался там. Стань в пол, ну подожди. Нормально. Ну а теперь... Показываю мастер-класс по паркуру. И уже по классике не обошлось без моих выводов. Честно говоря, место неплохое, отсюда открывается очень крутой вид на весь парк. Я не думал, что он такой гигантский. Здесь мы поняли, что это не просто батутный центр, а какой-то гигантский парк развлечений, в котором помимо этой локации есть еще и ледяная горка, веревочный парк, а также несколько других мест. А спустившись с этой горки, давайте же узнаем, почему я выбрал именно эту локацию. Кстати, это место я выбрал не просто так. Здесь нету никаких карточек, турникетов, которые позволяют отследить количество посетителей, которые находятся внутри. Поэтому чисто гипотетически я здесь вообще жить могу. Следующим на очереди был детский батутный парк, и даже тут я смог себе приключения найти на одно место. Чисто. Из интересного я поднялся наверх и немного подурачился, а следом пошел на маленькую ледяную горку. Ема, надо быстро! Да, настроение у нас было хорошее, но это лишь до поры до времени, ведь ночью здесь меня ждут самые настоящие приключения. А пока мы обнаружили еще одну нычку. Вы меня видите? А я тут есть. Не теряя времени, я пошел дальше, нашел гараж с машинами, больницу, полицию, и даже не просите, я не буду садиться в эту машину. Ладно, пока нас отсюда нахер не выгнали, не будем заниматься ерундой. Ну а оставшись без спины после вот этого прыжка, я обнаружил очень крутую нычку. Смотрите, какое место интересное я нашел. Я сейчас не буду здесь сильно ходить, но я могу спокойно за вот этими шторами спрятаться и сесть, и меня здесь точно никто не найдет. Либо вообще вот здесь вот зашкериться. Очень крутое место. Мне кажется, вот здесь меня точно никто не найдет. И вон дырочка тоже, смотрите. Пока мы искали нычки, то заметили, что сотрудник втыкал в телефоне, поэтому, чтобы сильно не расслаблялся, мы попросили его покататься на зиплайне. Смотри, сейчас буду ехать так, как Тарзан. На меня одели вот такую шапочку, и теперь я выгляжу как самая опасная буфетчица. Это мне тебя ударить дали? После быстрого объяснения техники безопасности мы погнали кататься. Кстати, если у вас возник вопрос, как я собираюсь остаться здесь на ночь и не попасть в тюрьму после публикации этого видео, то знакомьтесь, это Федор, и он здесь главный. Вы разрешаете попытаться мне здесь тайно переночевать? Да, разрешаю. Кто будет знать, что я нахожусь здесь внутри? Только я. Есть ли какой-то шанс, что у меня получится остаться до утра? Он есть, но нужно не попасться охране. У нас куча камер, и охрана делает обход каждые 2 часа по всем этажам. И давайте еще раз напомню, соблюдайте законодательство и ни в коем случае не повторяйте увиденное. Поэтому здесь у меня будет две главные цели. Первая — это не попасться сотрудникам, и вторая — не попасться охранникам торгового центра после закрытия. Возможно, поэтому я сразу же полез на какой-то скалодром искать интересные места и чуть не навернулся. Страшно? Реально страшно, брат. Это очень страшно. Ух, что за карачок там лезет. Я не знаю, как вам со стороны, но там это выглядело небезопасно, поэтому не рискуя, вспомнив, зачем я вообще здесь нахожусь, мы узнали, что помимо вот этих локаций, здесь также есть какая-то гигантская комната с PlayStation. Ну а зайдя в бильярдную, я сделал вполне логичные выводы. Вы посмотрите, сколько здесь классных нычек. Как минимум, я могу сделать вот так. Ты меня нашел, Дэн? Да, пи***ц, нахуй ты меня находишь. Но мое внимание привлекли вот эти две двери, в которые, скорее всего, вход был запрещен. И вы думаете, меня это остановило? Брат, заходи. Закрой дверь только. Закрой, короче. Посмотрите, я же тут реально смогу спрятаться. Несмотря на то, что нас могли выгнать отсюда за это проникновение еще до закрытия этого парка, меня также пригласили на мой первый подкаст, и этому человеку я не мог отказать. Здравствуйте, Рит, подскажите, пожалуйста, как вы добились успеха? Ну я просто снимал какую-то хуйню, а людям это нравилось. Понял, больше не приходите к нам, пожалуйста, ага. Ладно, до свидания. Пока мой оператор делал подсъемки этого места, я занимался какой-то фигней. Ну и выйдя с первой двери, мы решили зайти во вторую. Ебать.
Брат, прикинь, здесь прятаться. Закрывай, заходи сюда быстрее. Внутри мы обнаружили целый кабинет с гигантской звуковой студией, я даже забыл, как правильно разговаривать. Да иди сюда, я туда пройду. Едь, смотри, тут какая-то студия звукозаписи. Прикинь. И мне очень нравится, что даже в такие моменты я не забываю о последствиях. Ты понимаешь, если нас сейчас увидят, нам... Да. Сказать честно, это реально рабочее место мечты. Можно мне сюда компьютер поставить, и я здесь всю жизнь буду жить, я вам серьезно говорю. А в момент, когда стоило уже бежать отсюда как можно быстрее, я решаюсь провести один эксперимент. А ну выйди, будет слышно, как я ору. Алло. А? Слышно? На выходе я заметил, как вот эти люди, гонящие шары, просто стояли в недоумении от того, что какие-то типы ходят и занимаются фиг пойми чем. Они на меня так смотрели, как будто сейчас будут мне. Ну а перед тем, как мы отправимся к батутам для изучения, я не могу вам это не показать, потому что это ну прям я. Ай, херми! И сказать честно, в этот момент я себя чувствовал тем самым ребенком, которому позволили делать все, что он захочет. Но здесь я еще не предполагал, какие проблемы меня ждут дальше в видео. До закрытия оставался примерно час, поэтому мы отправились изучать последнюю локацию. На входе стоял тренер, который следил, чтобы дети ничего себе не повредили. А за мной-то смотреть никто не стал. Дэн, я лягушка. Пенальти. Чистейший пенальти. Убедившись, что двигаться все еще могу, я подумал о безопасности. Брат, возьми мой телефон, а то я сейчас раз... Жалко не о своей, поэтому я пошел на красный батут, на котором вы взлетаете как ракетка. А теперь знакомьтесь. Имя. Майкл Джордан. Но помимо Криштиану в зале был еще один персонаж. Как только мы вышли, сразу же заметили, как все сотрудники столпились возле батутов, и в этот момент я понял, что настал час прятаться. Но перед этим мне нужно было забрать вещи и попрощаться с камераменом. Итак, буквально через 20 минут центр будет закрываться. Я отправляю своего оператора Дэна домой, потому что он в эту хрень не хочет вписываться, правильно я понимаю? Да. Он не очень хочет всегда вписываться, поэтому здесь я уже дальше буду продолжать в одиночестве. Все, брат, давай. Спасибо, что поснимал меня. Что думаешь? Чтоб тебя не поймали. Иначе мне да. В крайней части еще оставались дети, поэтому немедленно направился туда. Короче, на этаже вырубили свет. Пока нет охраны, я сейчас разуваюсь и просто иду. Так, быстро идем, пока никого нет. Мне надо быстро зашкериться. По итогу, местом ночлега я решил выбрать вот эти занавески, ибо здесь вполне логично, что смотреть не будут, особенно когда уже осталось 20 минут до закрытия, а посетителей уже не было. Я тут, брат. Вроде никого нету. Аккуратно посмотрев в окно, я обнаружил сотрудников охраны в балаклавах, которые могли легко меня заметить, просто посмотрев наверх, поэтому уже по классике давайте опишем происходящее. Это пи***ц, пацаны. Я здесь сижу, и меня можно с улицы увидеть. Это очень страшно. Не, ну минут 20 я просидел, боясь как суслик, даже не зная, что сотрудники уже начали обход. А вот настал момент, когда они пошли в мою сторону. Тут кто-то ходит. Страшно, пацаны. Честно, если у вас возникло ощущение, что мой пульс был примерно в этот момент где-то 200, то вы правы. Но благо все обошлось, и после того, как сотрудник закинул шарики в аквариум, он пошел обратно. Смотря камеры, видно, как они еще долго о чем-то болтали, но теперь наступает самая безумная часть ролика, потому что меня лишили света. Все нахуй темно. Мне сейчас надо здесь пересидеть. Ну и конечно же, просто хочу поделиться своими эмоциями в этот момент. Ебать, страшно просто, пиздец. Вы понимаете, что мне может быть такая пизда, если меня охранники с ТЦ схватят? Это просто... Я сейчас буду переодеваться, потому что я с собой взял какие-то определенные вещи. Если там никого не будет, то я думаю, можно даже походить по этому ТЦ. Я считаю, вот эти 2 секунды ты должен потратить на то, чтобы подписаться на мой канал. Потому что вот этой жопой я очень сильно рискую, чтобы ты кайфовал от контента. Поэтому сапнись, пожалуйста. Итак, на часах почти 10 часов, а это значит, что прошел практически 1 час после закрытия. Я взял с собой тапочки, шорты и футболку. Но проблемы на этом только начинались. Следом я переоделся, обул тапочки и начал бродить по этой ночной локации. Мне пи***ц как страшно. Я еще со светом хожу. Меня так легко увидеть, это пи***ц. А тут я думал, что мой челлендж подошел к концу, потому что впереди увидел силуэт с фонариком, который светил на меня. Ебать, я испугался. Видите, прямо кто-то стоит в зеркале. Блять, это я. Я думал, все, мне ко мне кто-то идет. Я продолжил бродить по ночному парку, но в этот момент мне стало прям очень страшно. Какие-то звуки лево, это пиздец. Безусловно, это мог быть шум от кондиционеров или холодильников, но поверьте, звучало так, как будто кто-то ходит, и любой нормальный человек в этой ситуации пошел бы назад прятаться. Но вы смотрите меня, поэтому я пошел на самое видное место и кое-кого встретил. Ебать, как я испугался. Это я, блядь, в отражении, блядь. Продолжая слушать, мне удалось поснять абсолютно пустой ТЦ ночью. Очень много моментов эмоций с этих ночных похождений вы можете посмотреть в моем ТГ-канале, так как на ютубе многое вырезано. Следом я пошел на батуты. Так страшно, вы не представляете.
Только гляньте, как крипово это все выглядит ночью. И, естественно, в момент максимального страха в голову приходят вот такие идеи. Давайте просто на батуте попрыгаем. Я просто прыгаю в закрытом парке. Что за хуйня? Но была еще одна проблема. Мне так тапки вечно скрипят, это про... Я вышел, начал слушаться, не ходит ли кто-то рядом. Самое страшное место это вот это, потому что здесь может проходить охрана, и если меня она спалит, то мне пизда. Никого не обнаружив, казалось бы, просто беги, ложись и отдыхай, но у меня были другие планы. Я хочу проехаться на горке этой. Во! Это что за... Вроде это было не громко. И как только я закончил и двинулся в сторону вещей, я снова услышал какие-то звуки. Как оказалось, какие-то сотрудницы ТЦ спускались вниз по этому эскалатору. Знакомиться я с ними, естественно, не стал, ибо у нас все равно бы ничего не получилось, а следом за ними прошел и тот, кого мне надо действительно опасаться. Братва, там охранник. Братва, это... Вернувшись в свою берлогу, я начал чувствовать хоть какую-то безопасность, но эмоции не переставали переполнять меня. Я просто очень хочу, чтобы вы прочувствовали весь вайб происходящего. У меня так сердце стучит от того, что я делаю. Это просто пиздец. Просто там охранник прошел. Фу. Я сейчас здесь немножечко, наверное, передышусь. И это не зря, ведь дальше видео меня ждут самые настоящие приключения. Я достал одеяло, укрылся и приготовился ко сну. Но промучившись около часа, кое-что дало о себе знать. Братва, я вообще не могу уснуть. Я не ужинал сегодня. Я последний раз хавал в часа, наверное, 2 дня. Там есть кухня. Я попробую аккуратно туда прийти. Может, там что-то есть поесть или хотя бы попить, потому что я вообще в этот раз не подготовился и ничего с собой не взял. Да, не хватает мне на жопу приключений, поэтому снова взяв свет и камеру, я поперся искать еду. Очень тапки. А не услышав шагов, я немного порадовался. Теперь на лестнице на ней. Зайдя в ресторан, я увидел холодильник с напитками и пошел к нему, но он держал оборону. Током. Я считаю, это уже что-то. Водичка уже есть, нормально. Но меня не покидал вопрос, неужели тут нет ничего покушать? Мельком взглянув, я сделал логичный вывод. Там ничего нет. Ну а тут меня ждала самая радостная находка за весь видос. Ебать, как я это не увидел. Не знаю, насколько надо быть слепошарой, потому что на монтаже я целых 2 раза прошел мимо этой еды. Но был еще один вопрос. А как эта хуйня открывается? Зайдя со стороны бара, я забрал свой ужин на сегодня, и тут нереально повезло. Это просто лучшая находка из всех, которая могла быть. Давайте его оценим. Федор, я все оплачу завтра, ладно? Но мой пыл на этом не утихал. Может, тут пицца есть? Ну ладно, нагадать не будем. Оценивая еду на 100 из 10, в тот момент другой оценки даже не ждите. Но мою трапезу отвлекли голоса недалеко от парка. И скримеры на этом не заканчивались. Я не знаю кто, но там всего 2 человека. Еще холодильник включился, твою мать. Я провел следующие минут 30 сверху, пока не убедился на 100%, что снизу никого нет, и успел снять вот такой красивый вид на парк. А перед сном решил поиграться на нервах. Братва, уже практически полночь, и честно сказать, я себе просто не прощу, если не попробую одну вещь. Это очень сильно рисково, это может привлечь офигеть какое внимание, но я сидел здесь на входе примерно минут 40. Вообще уже никто не ходит. А я надеюсь, что охранники где-то ТЦ находятся на 1-м этаже, и я нашел кое-что интересное. Это были выключатели света, которые я решил использовать. Ну, все же в детстве хотели так сделать, разве нет? Ой, мне такая пизда, когда это увидят, мне такая. Вы прикиньте, просто один, и вообще никого нет. Такой вайп, я в шоке. А пропрыгав на батуте секунд 15, я сделал вполне логичный вывод. Громко. Ладно, попрыгали немного. Пойдем на выключать. Все, выключаем, смотри. Куда вниз. 2, все, ничего не было. Весь ролик я сделал дома на зеленом фоне. Правильно? Все верно, топ. Дойдя до своей кровати, я попробовал лечь спать, потому что сил не было совсем. Ну что, настало время ложиться. Сейчас где-то 1 или 2 ночи, я не знаю. Увидимся с вами, когда посветлеет. Но проснувшись на следующий день, я был очень сильно удивлен погодой. Всем доброе утро. Солнце в Москве что-то непривычно видеть, даже если честно. Я предлагаю, нам надо чуть пораньше выходить, пока людей нету. Мне кажется, это самое то. Блин, забыл сказать самое важное. А еще ночью было холодно, поэтому я кофту накинул. Собрав все вещи в портфель, я настроился решительно. Валим отсюда. Но до выхода мне дойти не удалось. Кайф. Все, валим.
Теперь точно вот. Обязательно приезжайте сюда, место называется Белка парк на Можайском шоссе или где-то там. Скажите просто ролик, вот у Рита увидели, понравилось место, я уверен, вам скидочку какую-нибудь там 5-10%, может что-то такое сделать по-любому. Как мне тут выйти? Что делать? Давай в наглую просто пойдем. Ладно, теперь осталось только выйти с этого ТЦ. Я спустился на эскалаторе в самый низ и увидел какую-то красную линию с охранником, но люди уже поднимались, поэтому, набравшись смелости, я просто прошел мимо. Саня. Фух, все, я на воле. Но мы переходим к следующей локации. Сзади меня находится вьетнамский Диснейленд. И как вы понимаете, уже темнеет, и он скоро закрывается. Здесь будет проходить очень классное шоу. Но моя задача здесь попробовать переночевать. И я уверен, что у меня получится это сделать. Поэтому давайте попробуем найти здесь нычки. Пока народу становилось все больше и больше, я не стал терять ни минуты. Как вы понимаете, сейчас самое идеальное время, чтобы пойти поискать интересные какие-то места. Почему? Потому что на этой главной площади собрались практически все люди. И сейчас парк практически закрыт, и мне стоит просто-напросто ходить и искать места. Первое я вам сейчас покажу. Вот такая красивая, что самое главное, непримечательная локация спряталась в самом начале. Давайте же посмотрим ее плюсы и минусы. Здесь уже царит новогоднее настроение, но я вас сюда веду не для этого, потому что здесь находится очень интересное место. Гном хоббитов или что это такое? Но была одна маленькая проблема. А, они закрыты, вы прикиньте. Клянись, в них нельзя спрятаться. И как же хорошо, что я решил дернуть соседнюю дверцу. Это точно было лучшим решением. Ой, блин. Я испугался. Я в нычке, пока. Как вы понимаете, здесь действительно можно остаться, но мы пойдем поищем что-то еще. Не теряя времени, я отправился вглубь этих джунглей, где по факту также можно было бы спрятаться. А далее случилось это. Как вы думаете, насколько это хорошее место, чтобы спрятаться? Спасибо огромное. One moment. Как вы понимаете, время работало против меня, поэтому я решил ускориться и попробовать найти что-то получше. Очень красивое место, но, смотрите, уже даже... Сотрудники стали ходить и осматривать территорию, началось это. Какое-то уведомление пошло, я вообще не понимаю. Но мне удалось все проигнорировать, и я зашел в какую-то деревню викингов, где было очень темно. Тут вообще нет людей. Вообще нет людей. А вокруг были какие-то длинные лабиринты, в которых я чуть было не заблудился, но благо все обошлось. На этой озвучке у людей уже начали просить позаботиться о своих детях и не отпускать их далеко во избежание опасности, поэтому я продолжил исследовать местность, и сказать честно, здесь действительно было очень много крутых локаций. Чего только стоит этот закрытый ресторан, куда я спокойно смог зайти. Сзади чисто ресторан находится какой-то в темноте. А добравшись до следующей секции Диснейленда, я обнаружил безумно красивое место. Короче, я иду сейчас, просто ищу эти места, здесь темно, здесь практически ничего не видно, и просто набрел на вот такую вот черепаху. Блин, я не знаю, киньте наверх забраться, это было бы, конечно, легендарно, но я уверен, что в момент, пока я туда пойду, буду лезть, меня сразу же спалят, поэтому я еще хожу, ищу, смотрите, также. Здесь очень много нычек, прям очень много. Чисто гипотетически я просто могу куда-нибудь спрятаться, вон туда, вот вовнутрь, и все. Как вы слышите, шоу уже было в самом разгаре. Это значит, что у меня оставалось не больше получаса, чтобы найти себе нычку, поэтому останавливаться было просто нельзя. А вот смотрите, как вам запретная зона. Don't go this way. Окей, мы вас услышали, идем по другой. И как же хорошо, что я решил не идти туда в этот момент, потому что меня бы сразу поймали. Смотрите, оттуда кто-то идет. Кстати, чтобы вы понимали, я специально надел зеленый образ. Вы видите, у меня шорты зеленые, футболка зеленая, чтобы сливаться с этой местностью. И чисто гипотетически я могу сесть в траве. Но будем еще искать. Еще? Серьезно? Все горки были закрыты, как и вход в эту зону, поэтому я сделал логичный вывод. Людей вообще нет. Но в этот момент мне стало прям крипово. Блин, все горки уже закрыты. Посмотрите, здесь вообще ничего нету. Никого нет, видите, весь свет гаснет. И мне кажется, уже все отсюда выходят. Как вы понимаете, эта секция парка развлечений уже была закрыта, поэтому теперь мне нельзя отсюда выходить, иначе эксперимент провалится. Я чуть боюсь, здесь до сих пор играет музыка, уже я не знаю сколько времени. Я брожу по местам, где вообще никого нет, и смотрите, что я еще смог для вас найти. Вот здесь не работающая зона, поэтому чисто гипотетически я спокойно могу туда пройти. Безумно антуражно ходить по закрытому парку, ибо мест для пряток было настолько много, сколько я не встречал за все прошлые видео, где мне приходилось прятаться. Посмотрите, здесь открыто окно, и я могу в эту будку залезть. И вот знаете, это закон подлости. Только я сказал про какой-то кайф, как вдруг сразу сотрудник на скутере остановился и пошел в мою сторону. Благо я не растерялся, начал косить по дурачка, подошел и завел диалог первым. Excuse me, where's the exit? Не, я настолько безнадежный, что даже встреча с сотрудником, который проводил меня в сторону выхода, не заставила меня заныкаться и успокоиться. Очень много мест, где вообще спокойно можно будет спрятаться. Даже вот за этими бочками, или знаете, куда-нибудь туда пойти, короче, вообще супер будет. А, нет, там могут найти.
Отбой, место плохое, идем в другое место искать. Ты реально хочешь спросить меня, почему это фиговое место? Ну, я тебе отвечу, потому что там все видно как бы вообще со всех сторон. Мне нужно место, чтобы меня не прибили. Ты понимаешь или нет? Ну, давай это тоже, ну, понимание, войди мое, давай, ага. Шило в попе продолжала играть, хотя до конца выступления оставалось максимум минут 15. Офигеть, а вы прикиньте, насколько будет Angry Birds идея в этот замок залезть. Короче, нашел какой-то выход, вход, закрытую дверь, иду туда, просто посмотреть, что там. Выглядит так, будто это начало какого-то хоррор-квеста. Мне пока страшно туда идти, я прям боюсь. Но место офигенное, и чисто гипотетически я спокойно могу там спрятаться, там залезть. Я не думаю, что туда кто-то пойдет до завтрашнего дня, так точно. Навряд ли они будут убирать ту территорию, поэтому мне кажется, это пока топ-1 место из всех нычек, которые только есть. До окончания шоу и до закрытия Диснейленда оставалось порядка 5 минут, поэтому я в экстренном порядке решил искать финальную нычку. Самое время мне идти прятаться, потому что я считаю, что лучшего момента не будет, и, скорее всего, дальше они все будут плавно закрывать все локации. Там поехал какой-то скутерист уже, и я тоже немножечко волнуюсь и переживаю за счет того, что они меня могут спалить. Чтобы вы понимали, я реально шел в кромешной темноте, потому что все уже было закрыто. Какое-то чудо случилось, что я не заблудился и смог все-таки принять финальное решение. Давайте я по итогу у викингов спрячусь. Ну а здесь я уже прям решил нарушить все правила этого места. Кстати, здесь можно забраться еще на вышку, смотреть, она закрыта. Но я думаю, мы можем туда пройти. Все, погнали без палева. Ух, я на самый верх иду, вы не представляете. А поднявшись наверх, я смог заснять безумно красивые кадры этой локации, а также я заметил мост. Но у этого места был один большущий минус. Которая, кстати, сняла абсолютно все мои проделки. Парк к этому времени был закрыт, и всех этих туристов попросили выйти, что мне и сообщила моя девушка. А это значит, что с этого момента я нахожусь вне закона. Но это выживание будет сильно отличаться от всего того, что я делал ранее, и вот почему. Короче, несмотря на все эти дела, я хочу пойти погулять просто по всей этой локации. Я все время сидел, где-то прятался, знаете, но сейчас я просто хочу пойти погулять. И только на записи я увидел какую-то кричащую сигнализацию, которая вполне себе могла меня сдать. Мне что-то хочется, правда, мне что-то хочется пойти посмотреть на этих викингов. Здесь, смотрите, какая-то дорожка из них есть, все-таки они меня больше всего привлекают. Да листики падают, мне аж страшно становится вообще в моменте сразу. Но страх меня так и не отпускал, особенно потому, что я нахожусь в другой стране, где за это мне могут сделать ой как больно. А найдя лавочку, единственное, что я хотел сделать, немного передохнуть, потому что бежал я сюда очень быстро. Не уверен, что смогу найти более лучший подходящий момент, чтобы попросить вас подписаться на канал, потому что ваша подписка мотивирует меня снимать все более масштабные эксперименты, как этот, и очень сильно меня таким образом поддерживаете. И в самый неудобный момент я услышал очень громкий звук сзади. Тут как-то очень стрёмненько, прям очень. Следующие минут 20 я просто сидел и прятался под столом, а включив камеру, вы уже догадались, что я скажу. Мне страшно. Ну а дальше случилось то, чего я так сильно боялся. Кто ходит, смотрите. Там он охранник идет. В этот момент я понимал, что мне скорее всего ГГ, поэтому решил спрятаться обратно под стол. И как оказалось, это было лучшее решение, ведь этот чувак каким-то образом не заметил меня и просто двинулся в сторону моста. Он просто дальше пошел. Офигеть просто, блин. В этом месте я просидел не так долго и уже целых 40 минут нахожусь в закрытом парке. Сказать честно, пройтись по ночному парку было лучшей идеей из всех, которые у меня возникали. Это чувство адреналина в крови не объяснить на камере, но именно в эти моменты я чувствую себя по-настоящему живым. Уверен, вы это тоже чувствуете. Тут никого. Вообще никого. Алло, тут кто-то есть? Кстати, Донателло ночью пипец как крипово выглядит, будто бы конец света наступил и Сплинтер изобрел увеличитель X5. Но мое приключение на этом не заканчивалось. Тут какие-то шумы, я не знаю. Все, двери у черепахи закрыты, там нету никого вообще. А я просто тут гуляю. Ну и по закону подлости, именно в ту секунду, как я выключил камеру, из-за угла выехал чудак на мопеде и сразу поехал в мою сторону. А дальше смотрите сами. Hello, sir. Yeah, where could I have exit? Exit. Where? You can go? Okay, really? Меня вывозят отсюда. Не успел я походить немножечко, но классно. Я был очень удивлен, что этот чувак не заломал меня, не отправил в тюрягу, а просто улыбнулся и предложил довести до выхода. Совсем другой менталитет здесь. Слушайте, ну честно, я вообще не жалею, что я проиграл этот челлендж. Меня вот так вот везут. Они вон ищут каждых, все, они все везде ищут. Я считаю, это было потрясающе. И то, как меня доставили до выхода, как какого-то чемпиона, знаете. Обязательно зацените, как я прокатился в этом парке на всех горках и подпишитесь на канал, ведь мы идем к 100 000.